Всем привет! И вы на канале о вязании крючком, игрушек и не только. Джули вылеталась, я Юля, и сегодня мы будем вязать в новом мастер-классе вот такие замечательные митинги кошачьи лапки. Вы меня так долго просили, вы так долго много писали комментариев после вот этого вот видео, вот где-то тут я его сейчас вставлю. Я просто сняла процесс вязания перчаточек, таких, которые я вязала на подарок одному очень хорошему человечку. И после этого меня засыпали, где мастер-класс, сними мастер-класс по вязанию этих кошачьих перчаток. Они ужасно милые, если так можно о них выразиться. Они прикольные, они согреют ваши ручки. Конечно, не полностью, это не для суперсильных морозов, но это прикольный, милый такой кавайный аксессуар. И если вы будете вязать его из плюшевой пряжи, как и я, то они достаточно тепленькие, если вам нужны свободные пальчики особенно. По повязке кошачьей тоже было много запросов, вопросов, поскольку вязала я не только кошачьими ушками такие повязки. Но если вам очень-очень хочется, то дайте мне знать в комментариях, и я сниму мастер-класс по повязкам на голову. Вот. Ну а эти митинги, вот такие прикольные митинги мы будем сегодня вязать в мастер-классе. И только попробуйте не смотреть этот мастер-класс и не лайкать. Я вас съем просто. Поэтому поставили лайк этому выпуску. Я обещала, мастер-класс будет подробный, понятный. Если вдруг вам что-то непонятно, пишите в комментариях. Я все подскажу, расскажу. Максимально постараюсь вам помочь в вязании. Также подписывайтесь на канал, жмакайте колокольчик и если вы не сильно опытная вязальщица, но вам очень хочется связать что-то подобное, вы не разбираетесь в петельках, а здесь будут несколько видов разных петель, столбики с накидом и полустолбики, что это вообще такое, то я специально в преддверии этого видео мастер-класса сняла для вас такой маленький ликбез по петелькам вязания крючком. Его вы можете посмотреть вот тут по ссылочке. Смотрите, изучайте, какая петелька как вяжется, и затем начинайте вязать такие митинги со мной. А что нам понадобится для вязания этих перчаток-митинок, я вам расскажу дальше. По материалам и инструментам. Итак, в первую очередь нам понадобится пряжа. Я буду использовать плюшевую пряжу Yarn Dolce. В принципе, из плюшевых пряж всегда использую ее. В данном мастер-классе я буду использовать номер 760 серый. Вы можете вязать любого цвета кошачьей лапки. Также нам понадобится пряжа дополнительная для подушечек кошачьих лапок. Я буду использовать розовую софти. Вы можете также взять любую тонкую плюшевую пряжу, либо фактурную пряжу, либо вообще обычную гладкую хлопковую пряжу, если вам тяжело вязать из фактурной пряжи. Она на самом деле в вязке сложновата и не для новичков. Для плюшевой пряжи я рекомендую крючок номер 4 мм. Вяжу зачастую всегда им плюшевую пряжу. А вот для дополнительной пряжи будет зависеть от того, какую пряжу вы все-таки будете использовать. Я буду вязать из софти крючком 2,2 мм. Также нам понадобятся ножнички, счетчик рядов, маркер рядов, иголки. Желательно иметь пластиковую иглу для сшивания именно деталек из плюшевой пряжи и обычную иголочку. На этом по материалам и инструментам все. Предлагаю приступить к началу вязания наших митинок. Итак, приступаем к началу вязания. И начинаем мы с того, что делаем петелечку, просовываем крючок, затягиваем петлю эту, подтягиваем немножечко, у нас остается хвостик. И отсюда мы вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 воздушных петелек. У нас должна получиться вот такая цепочка. Эти петелечки все хорошо видны.
И мы начинаем вывязывать наш первый ряд. Со второй петельки от крючка, то есть одна у нас на крючке, предыдущую мы начинаем провязывать в обратную сторону. Здесь я могу ставить маркер, чтобы понимать, что это у нас начало. 1, 2, 3. Каждую косичку провязываем 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И у нас остается еще одна петелька, которая вот с хвостиком у нас была. Мы в последнюю вот эту петлю провязываем 1 сюда же, 2 сюда же, 3 столбика без накида. И вот этот хвостик тоже ввязываем. По второй стороне цепочки мы должны провязать тоже 10 столбиков без накида до конца ряда. Я уже провязала 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так выглядит наш первый ряд. Второй ряд мы будем начинать с поворота. Воздушную петелечку делаем, поворачиваем вязание и в обратную сторону будем вязать. Если вы вязали кончик, как и я, предлагаю его обрезать. Не перепутайте с основной нитью. Далее мы снова вяжем по этой стороне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 столбиков. И когда мы доходим до центра, у нас как раз вырисовываются 3 петелечки. В каждую из этих петелек предыдущего ряда мы должны провязать по 2 столбика. Два столбика и еще раз 2 столбика. И все, мы переходим на вторую сторону и вяжем 1, 2, 3. Соответственно, будет 10 столбиков без накида до конца ряда. И это был наш второй ряд. Третий ряд мы начинаем с одной воздушной петельки, поворот вязания и снова 10 столбиков без накида подряд. На этот раз по центру мы провязываем 1 столбик, 1 прибавку. Еще раз 1 столбик без накида, в следующую петлю 1 прибавку. И еще раз 1 столбик, 1 прибавку. Снова до конца ряда у нас должно остаться 10 столбиков по другой стороне. Это был третий ряд. Четвертый ряд мы снова делаем воздушную петельку, поворачиваем вязание и идем в обратную сторону. Точно так же вяжем 10 столбиков без накида. Затем здесь мы вяжем после 10 столбиков 1 столбик, 1 прибавку, 1 столбик. И вот этот раппорт мы повторяем: 1 столбик, в следующую петлю 1 прибавку,
1 столбик. И еще раз повторяем третий раз. 1 столбик, 1 прибавка, 1 столбик. И до конца ряда 10 столбиков без накида. Это был наш 4-й ряд. 5-й ряд. Воздушная петелька, поворот вязания. И вяжем уже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь мы уже начинаем вывязывать наши пальчики. Начинаем вязать полустолбиками с накидом. То есть делаем накид на крючок, вводим ниточку, подхватываем через петельку и провязываем через все петли. Так мы вяжем 3 полустолбика. Накид, вытянули ниточку и протянули через все 3 петли. И еще 1 полустолбик с накидом. Далее мы делаем прибавку из полустолбиков с накидом, то есть 1 полустолбик и 2 полустолбик с накидом провязываем в одну и ту же петельку. Затем снова провязываем 1, 2, 3 полустолбика с накидом и 1 прибавку из полустолбиков с накидом. Еще раз провязываем 3 полустолбика подряд. И еще раз прибавку из полустолбиков с накидом. Еще провязываем после этого 3 полустолбика с накидом уже по второй стороне. И до конца ряда у нас остаются 9 столбиков без накида. Будьте внимательны, здесь уже без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Это был наш 5-й ряд. А сейчас мы продолжаем вязать первую часть. И 6-й ряд у нас 1 воздушная петелька. Развернули вязание на себя. 12 столбиков без накида. Пропускаем 1 петелечку. И в следующую петлю, то есть через 1 петлю, мы должны связать 5 столбиков с накидом. Делаем накид, пропустили петельку, в следующую петлю протянули, провязали сначала 1 накид, 2. Сюда же мы должны связать еще 4 столбика с накидом. Пропускаем следующую петлю. Через 1 петлю мы провязываем 1 столбик без накида. Следующую петлю без пропусков вяжем 5 столбиков с накидом, как в предыдущий раз. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 1 петельку, через 1 петлю крепим столбиком без накида. Еще раз вяжем 1, 2, 3, 4, 5 столбиков с накидом. Пропускаем 1 петлю, через 1 петлю крепимся столбиком без накида. И вяжем еще раз 5 столбиков с накидом в 1 петельку. Это мы на наши 4 пальца провязали пальчики. Пропускаем после этого еще 1 петельку и провязываем 1,
2, 3 столбика без накида подряд, пропускаем одну петлю и через одну снова вяжем 5 столбиков с накидом в одну петельку. Это под наш большой палец будет. 2, 3, 4, 5. Пропустить петлю и провязать до конца 1, 2, 3, 4, 5 столбиков без накида. Вот такая ладошка. Вот так, это внутренняя часть будет. Вот такая ладошка у нас уже должна получиться с вами. Это был 6-й ряд. 7-й заключительный ряд именно для нашей этой стороны. Делаем воздушную петлю, переворачиваем. И здесь этот ряд мы вяжем уже соединительными столбиками. То есть мы подхватываем петельку, как при столбике без накида, но только не закрываем ее сверху, а сразу же протягиваем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот у нас центральные петельки пальчиком. Здесь мы вяжем одну прибавку столбиком без накида, один столбик без накида в следующую петлю и еще раз одну прибавку столбиком без накида. Затем до следующего пальца 1, 2, соединительными вяжем 3, 4, 5 соединительных столбиков, будьте внимательны. Здесь мы снова вяжем в центре пальчика прибавка 1 столбик без накида и 1 прибавка. Здесь уже нам надо будет связать 3 соединительных столбика. 1, 2, 3, и мы уже на другом пальчике. И снова повторить наш раппорт. 1 прибавка, 1 столбик без накида, 1 прибавка. И снова 3 соединительных столбика. 1, 2, 3, 1 прибавка, центр пальчика, 1 столбик без накида и 1 прибавка в центр пальчика. Последний наш пальчик остается. Опять-таки 3 соединительными столбиками переходим к нему, вяжем прибавочка, столбик без накида, прибавка. И до конца ряда у нас здесь остается 13 соединительных петелек. Внимательно, не столбиков без накида, а именно соединительных. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 соединительных петелек. И вот такая лапка у нас уже должна с вами получиться. Все детальки вяжутся одинаково, то есть нам нужно связать 4 таких одинаковых детали. Я встречала вариации, где вывязывают разные детали на разную сторону, но, честно говоря, поскольку у нас вязание идет поворотными рядами, я не поняла разницы, в чем же она заключается, если вязать отдельно верх и низ. Вот это у меня из 2 абсолютно одинаковых деталек, нигде нету изнаночной лицевой. Вот я ее, допустим, на правую руку сшиваю и пришиваю здесь наши подушечки кошачьих пальчиков. Эту же перчатку я переодеваю на левую руку
и просто пришиваю эти подушечки с другой стороны. Получается абсолютно идентично. Не вижу смысла вязать разные детали под разные стороны. Поэтому нам нужно связать 4 одинаковых детали. Но смотрите, лучше всего связать одну деталь, вторую такую же деталь, и уже тогда их соединять. То есть попарно связали 2 одинаковых детали и соединяем их. То есть обвязываем, делаем резиночку. И, соответственно, связали потом еще одну деталь. Вторую деталь связали, ниточку на ней не обрезали, присоединили и обвязали. То есть вяжем по одной митинге за раз. Вот я связала уже вторую часть. Ниточку я не обрезаю. Делаю воздушную петелечку. Беру вторую часть перчатки. Хвостик, который у нас остался, тоже мы его будем вязывать. И сразу же присоединяю к этой части, делаю столбик без накида. Можно его пометить как первый столбик, как бы начало нашего ряда. У нас должно получиться 7 и 7 по одной, то есть 14, и точно так же по второй перчаточке. Мы делаем 1, 2, хвостик ввязываем, придерживаем его, натягиваем, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Теперь можем этот хвост обрезать, который мы ввязали. Теперь смотрите, чтобы у вас не перекручивались перчаточки, мы, грубо говоря, соединяем просто круг. Идем теперь по этой стороне. Продолжаем вязать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И с первой петелечкой соединительным столбиком закрываем. Теперь нам нужно провязать ряд столбиками с накидом. Мы для этого делаем 2 воздушные петли, но будем делать также убавочки. Следующую петельку провязываем 1 столбик с накидом, снова 1 столбик с накидом, и так вяжем 1, 2, 3, 4, 5 столбиков с накидами. Затем нам нужно сделать убавку из столбиков с накидами. Для этого мы делаем накид, полупетелечку продеваем крючок, следующую полупетелечку точно так же продеваем крючок, протягиваем через них 1 петлю и провязываем столбик с накидом. Это у нас убавка. Так мы делаем до конца ряда. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5 столбиков с накидом. И снова делаем убавочку столбиками с накидом, такими же. Продолжаем так делать по кругу. Последнее, когда мы доходим до начала ряда, мы соединительной петелькой закрываем этот ряд, как бы замыкая его в кольцо. Теперь нам нужно сделать ряд рельефных столбиков. Это будет имитация резиночки. Часто мне говорят о том, что это же связано не крючком, а спицами, но я-то знаю, что можно резинку связать не только
спицами, но и крючком. И будет выглядеть это прикольно и достаточно красиво. Мы набираем снова 2 воздушные петли подъема, делаем накид. И рельефные столбики, в данном случае 1 на 1 мы будем вязать, резиночки бывают разные. Мы будем вязать таким образом. Вот наш столбик с предыдущего ряда. Мы заводим крючок под него, вытягиваем ниточку и делаем столбик с накидом. Вот такая выпуклость получается. Следующий же столбик мы заводим за столбиком предыдущего ряда и провязываем столбик с накидом. Выглядит это вот так. Следующий снова заводим за переднюю сторону, за переднюю стеночку провязываем столбик с накидом и за заднюю стеночку. Вот так у нас должно получиться. Так мы продолжаем просто вязать по кругу до конца ряда. За переднюю стеночку и за заднюю, цепляя наш рельефный столбик с накидом. Дошли до последнего столбика в этом ряду, опять-таки взяли, присоединили к началу соединительным столбиком. Далее мы будем примерять на свою руку и мерить уже, как вам нравится, как вам хочется, сколько вы рядов еще хотите провязать резиночки, потому что здесь уже зависит от вашего вкуса, предпочтений. Можете вообще подлиннее резинку сделать, можете такую и оставить. Я после этого ряда провязываю еще 2 ряда рельефных столбиков, то есть следующие ряды уже будет очень просто вязать, так как мы провязываем за выпуклые части, соответственно, это вперед провязываем, за впуклые провязываем за заднюю петлю. И продолжаем так вязать, пока длина, размер резинки вас не устроит. Я провязала еще несколько рядов, и уже на этом этапе можно обрезать нашу ниточку. Закрепить. И потом мы ее спрячем внутри нашей митинги, чтобы она у нас не распустилась. На этом этапе пока не спешите сшивать, так как нам нужно связать еще кошачьи подушечки. И нам их будет намного легче пришивать в таком состоянии, пока у нас будет митинга. Пока перчаточки откладываем в сторону и берем пряжу для подушечек. Подушечки, которые у нас будут на лапках, на самих, на пальчиках, они вяжутся очень легко и просто. Подушечка, которая идет на середину лапки, центральная, она такая как бы фигурная идет, и поэтому она может некоторым показаться сложной. Я покажу более простой вариант и покажу усложненный вариант. Подушечки, которые нам нужно связать в количестве 8 штук, вяжутся в кольцо амигуруми. Мы делаем 2 воздушных петли и 10 полустолбиков с накидом. То есть накид провязали 1, накид в колечко провязали 2, 3, 4, накид колечко 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь колечко затянули. Первую петлю присоединились, сделали соединение, соединительный столбик, оставили ниточку для пришивания этой подушечки. И таких подушечек нам надо сделать 8. Из фактурной пряжи вязать достаточно непросто этот элемент, вот этот. Но мы попробуем с вами. Здесь я бы даже сказала, что колечко очень сложно будет затянуть в такой пряже, поэтому я делаю 2 воздушные петельки и во вторую от крючка я начинаю вязать 16 полустолбиков с накидом.
петелек вообще в ней не видно. Пряжа, конечно, классная, тем, что из нее игрушки получаются как будто бы сшитые, а не связанные. Но вязать из нее сложновато. В конце ряда мы соединяем, делаем одну воздушную петелечку. Здесь я обязательно ставлю маркер ряда и вам рекомендую, так как посчитать количество петелек только на ощупь. Один столбик без накида вяжем. Следующую петлю вяжем один полустолбик с накидом. И следующую петлю вяжем прибавку из столбиков с накидами. Затем следующую вяжем прибавку с 2 накидами, следующий столбик. Один столбик с 2 накидами и сюда же второй столбик с 2 накидами. Затем в следующую петлю мы снова вяжем столбики с 2 накидами, то есть прибавку из столбиков с 2 накидами. 2 накида и провязываем. Следующая петелечка мы вяжем в одну петлю прибавку столбиков с накидами и сюда же еще один полустолбик с накидом. Затем в следующую петлю мы вяжем один столбик без накида. После этого вяжем в следующую петлю один полустолбик с накидом и столбик без накида. В следующую петлю один столбик с накидом и столбик с 2 накидами в эту же петлю. В следующую петлю начинаем вязать столбик с 2 накидами и столбик с накидом. Следующая петля, столбик с накидом и полустолбик с накидом в одну петельку. Следующую петлю один столбик без накида. Затем следующая полустолбик с накидом плюс прибавка из столбиков с накидом, то есть 3 петельки эти в одну петлю будут вязаться. Следующие 2 петли мы должны провязать по прибавке из столбиков с 2 накидами. Следующая петля у нас идет прибавка столбик с накидом и полустолбик в эту же петлю. В последнюю петельку мы вяжем столбик без накида и соединительный столбик для того, чтобы закрыть наш ряд. Тут мы снова ниточку оставляем для пришивания, обрезаем, закрепляем. Это такой вот продвинутый элемент у нас получился. Если кому-то тяжело вязать такой элемент, я предлагаю упростить, просто связав кружочком, что тоже, в принципе, будет смотреться очень мило. Мы можем связать, опять-таки, начинаем с 2 воздушных петелек и во вторую петлю вяжем полустолбиками с накидом. Вяжем 12 полустолбиков с накидом. Соединительной петлей соединяем начало и конец ряда. Делаем одну воздушную петлю подъема и в следующем ряду начинаем вязать так. Один полустолбик с накидом, 1 прибавка полустолбиков с накидом. 1 полустолбик и 1 прибавка. Так мы чередуем до конца ряда. И у нас в этом ряду должно получиться 18 полустолбиков с накидом. Вы можете остановиться на данном этапе. Можете провязать еще один ряд. То есть воздушную петельку, 2
полустолбика с накидом и прибавку с полустолбиков с накидом. Так провязываем до конца ряда, и у нас получится 24 полустолбика с накидом. И получается это вот так. Это как альтернатива у нас более простой способ для тех, кому сложно вывязывать такие фигурные подушечки. На самом деле даже мне, вязальщице с опытом, было тяжеловато не запутаться в этих всех столбиках с накидами, без накида, прибавки, убавки. Ну, если у вас получится, то вы молодец. Если не получится, то не расстраивайтесь, можно более простым способом, вот таким вот тоже кругленьким, будет очень неплохо смотреться. Выбирайте, какой метод вам больше подходит, и вяжите 2 таких подушечки. И, кстати, с целого моточка дольше после вязания митинок у меня осталось вот столько пряжи. После того, как мы связали с вами все подушечки, мы их выкладываем, располагаем. Так сказать, по местам. Выглядеть это должно вот так. Смотрите, чтобы одинаково они располагались на обеих митинках. И просто берем и пришиваем каждый элемент на свое место. Поскольку мы с вами еще не сшили митинки, то делается это легко и просто. И так делаем с каждым нашим пришивным элементом. Главное, разместите их так, чтобы у вас обе руки были разные. То есть, если это у нас пучка левой руки, то это будет пучка правой руки. Размещайте, пришивайте и встречаемся для того, чтобы сшить наши митенки окончательно. Ну вот, я все и пришила. Даже уже сшила одну митинку окончательно и бесповоротно. Я рекомендую вам сшивать их ниткой в тон, желательно какой-нибудь ниточкой типа мулине или той же Yarnard Jeans. Лучше всего для носки будет так. Я не собираюсь прямо их так в хвост и в гриву носить, поэтому я сшиваю этой ниточкой, просто чтобы показать вам. Я уже одну митинку шила. Принцип сшивания. Я делала такие митинги на подарок, и именно в тех митингах я постаралась именно ниточкой в тон, ну там было у меня из черной пряжи они, сделать максимально, чтобы здесь вот эти перепонки были очень плотные и крепкие. Меня все-таки, конечно, смущает в этом плане плюшевая нитка. Я думаю, что лучше всего будет использовать другую нить. Если вы хотите долговечности. Ну, просто ее будет чуть-чуть сложнее прятать в наших, скажем так, петельках. Я закрепляю ниточку у основания нашей резинки со стороны, где у нас более широкая остается не зашитая часть. Поскольку я вяжу той же ниткой, что и все остальное было связано, то я спокойненько себе закрепляю на лицевой стороне. И дальше у нас вот обе стороны складываем их друг к другу и через одну и вторую половинки петелек видите, во-первых, при работе с плюшевой ниткой она начинает лохматиться, и надолго ее пришивать не хватит. Честно говоря, первую митенку я делала, и я несколько раз меняла нить, потому что она разлохмачивалась. Именно поэтому, еще плюс ко всему, я рекомендую сшивать какой-то другой ниточкой, более прочной. Это вам увеличит долговечность носки
ваши митинги, и будет более комфортно пришивать. Единственный минус, ее как бы прятать надо посерьезней, либо подбирать максимально в тон. И когда мы доходим до момента, что мы уже вот пальчик подперли, и нам нужно перейти на вот эту часть, я просто этой ниточкой, ну, по задней части желательно, я делаю такую как бы протяжку вперед-назад, пока не дохожу до центра между пальчиками. В этом моменте между пальцами я несколько раз делаю затяжки на одном и том же месте. Раз затянула, и второй раз можно затянуть тут же. Затем снова переходим на заднюю сторону митенки. Снова пропускаем туда-сюда, туда-сюда. Лохматится. Доходим до серединки между пальчиками. И здесь мы хорошенечко стягиваем. До большого пальчика. Здесь я уже стягивала там остаточком нитки. Вы точно так же проходите и стягиваете вот до основания пальчика в этой части тоже. На этом мы хорошенечко закрепляем нить. Все хвостики мы прячем вовнутрь. Вовнутрь я имею в виду вовнутрь вязания, не вовнутрь митинги, иначе вам они будут мешать и будут выглядеть неэстетично. Та-дам! И наши митинги кошачьи лапки готовы. Я думаю, что обязательно нужно поставить лайк этому видео, если вы не сделали этого раньше. Ну и подписаться на канал, ведь у меня самые прикольные, классные, модные мастер-классы. И жмакайте колокольчик, не забывайте. Это тоже важно, чтобы не пропустить новые мастер-классы. Ну а я прощаюсь с вами до встречи в новых мастер-классах. Берегите себя, грейте ручки.